Приветствую любителей турбо-микрореактивной тяги. Доделал 3 сопловых аппарата, ребята. Проточил их на токарном станке, и вот такая красота получилась. Мне лично нравится то, что я вижу. Это какое-то золото Макены. Осталось тут отверстие просверлить и нарезать резьбу. Но это мы будем делать, когда будут готовы корпуса. Чтобы сделать корпуса, нужно сделать диффузор вот сюда. А потом уже сверху накрыть все это хозяйство корпусом. Поэтому, наверное, в этом видео мы и займемся точением алюминия. Честно говоря, точение инканеля мне маленько надоело уже. Ну а перед этим я вам немножечко продемонстрирую, как же работает сопловой аппарат. Подаю вертикально, примерно с 20 сантиметров. Видно, как раскручивается турбинка. Втарил прут Дюрали D16T. Сейчас из этой болванки мы своими руками будем делать заготовочки. Причем сразу и на корпуса, и на диффузоры. Ну а обрабатывать уже на чисто мне больше нравится на маленьком станке. Для начала отломаем лишнее. Ну а теперь нам понадобятся гигантские сверла, чтобы снять основной металл. Итак, загнали все сверло. Теперь нужно расширять. Очень быстро идет процесс. Подача 0,7 мм наоборот. Вот такая интересная поверхность получается. Зато быстро. Теперь немножко на чисто можно сделать для приличия. И отрезанто. Ну вот, собственно, и все заготовцы. Полегчали они, конечно, знатно, но это еще только лишь начало. Как видите, они еще большеватые. Ну, сделано с запасом, потому что пока еще нахожусь в процессе раздумий, как их лучше сделать, как лучше вот здесь это все соединить в этом месте. Это очень важно. Во-первых, для упрощения работ, во-вторых, для точности. Иногда бывают минутки счастья, ребята. Вот одним из таких моментов решил с вами поделиться. В общем, сделал резец проходной. Так как я очень полюбил пластины по алюминию, они очень-очень острые, они просто нереально острые. И ими очень классно вести обработку не только по алюминию, по цветнине, но и даже по обычным черным металлам. Я здесь вот немножко радиусок убрал, заточил и делаю оправку, чтобы дальше продолжать делать турбины. Ну а счастье в том, ребята, что у меня этих пластин много,
И, наконец-таки, я начну их плотно использовать. И по цветнине, и по черному металлу. В общем, это будет теперь мой основной проходной резец. Прошлый мой основной резец выглядел вот так. Было очень много, опять же, сменных пластин. Было несколько коробок, я их уже все использовал. И теперь он, в принципе, не пригождается. Итак, заряжаем болваночку и погнали. Для начала нужно сделать очень сложную внутреннюю поверхность. Поверхность криволинейная. Стартуем! Добьюсь, чтобы зашла крыльчатка, а потом расширю на необходимый размер. Хочу зазор в 10 по кругу. Вообще, если честно, это маловато, но очень хочется. Так КПД выше, легче будет запускаться и лучше работать мотор. Далее растачиваем диаметр под вот эту штуку. Плотноватенько получилось, отлично. Ну а теперь самое интересное. Берем вот этот резец, он полукруглый, как вы видите, и делаем поверхность под крыльчатку. Ее нужно будет подгонять, ориентируясь по пятнам на краску. Не знаю, как шабрение можно это назвать или нет. Наверное, нет, но принцип примерно такой же. Когда-то давно сделал этот резец, но почему-то он подходит под все турбины, которые я делаю. Итак, поехали, ребят. Сделаем грубо пока, а потом будем примерять на красочку. В качестве красочки буду маркер использовать. Видите, получается полукруг. Обещанные пятна краски. Вот так мы рисуем. Ну, а теперь делаем проворот. И смотрим, где цепляется. Там снимаем лишний металл. Полоски без краски отчетливо видны. Вот так. Далее цикл несколько раз повторяется. Пока крыльчатка не начнет свободно вращаться. Это будет говорить о том, что зазор там минимальный. Ну а потом можно его, в общем-то, немножечко увеличить. Там на 1/10, например. И вот в один прекрасный момент мы вот так вставляем. И у нас все вращается. Без всяких заеданий, без всяких зацепов. Если вот так надавить, немножко выбрать люфт подшипника, то оно опять начинает там хрумтеть. Вот можно на этот люфт подшипника и сделать зазор, потому что в работе оно все равно туда внутрь отжимает компрессорную крыльчатку, прижимает к этой стенке. Вот, и она никогда вот туда вперед не пойдет. Так что на люфт подшипника я сделаю зазор. Вон там где-то 1/10. А может и того меньше. Не знаю, в общем, не измерял. Вообще, когда-то очень давно я боялся этой процедуры. Ну вот сейчас выработалась технология. Получается довольно-таки быстро. Примерно полчаса ушло, чтобы довести до такого состояния. И получается очень точно. Мне очень нравится, как получается. Вот что получается. Видно, что с зазором там все в полном порядке. Но нужно еще обработать. Здесь она, видите, тяжеленькая. Много мяса еще. Для дальнейшей обработки сделал оправку, потому что здесь тонко и никак не зажать. Оправочка выглядит вот так. Насовываем. И вставляем в токарный патрончик. Все. Теперь можно смело вести дальнейшую обработку. Чисто токарное творчество пошло. Смотрите, какая красота получилась, ребят.
Поддержите лайком турбинки, а то не заработают. Давайте проверим на массу. 18,5 грамма. Взвешиваю самую легкую. Ну а в целом движочки пока что на данный момент весят вот столько, около 200 грамм. Ну, этот 180, этот полегче. Казалось бы, уже почти все готово, но нет, ребята, работы еще очень много. Нужно сделать корпуса, желательно сделать обтекатели, я вот здесь предусмотрел резьбу. Также нужно сделать систему смазки, камеру сгорания, сделать коллектор из форсунок для запуска на газу и на керосине. В общем, очень-очень много. Даже вот эти вот гаечки, которых не хватает с левой резьбой, тоже нужно сделать. Короче, пошел я делать это все, друзья. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.